Привет всем зрителям, с вами Михаил, авиаблогер из Екатеринбурга. Сейчас снимаю спецвыпуск об этом новом терминале, открытие которого состоялось вчера, 14 мая, а сегодня с 15 числа он принимает самолеты. Я уже туда прилетел сегодня, этот выпуск вы увидите позже, выпуск прилета из Екатеринбурга. А сейчас мы поснимаем спецвыпуск и пройдем везде, посмотрим этот новый терминал. На Аэропортовой площади перед зданием терминала установлен камень, заложенный в основание этого аэровокзального комплекса крыло. Ну, символическое, наверное, означает аэропорт. Фасад выполнен вот в таком вот выпуклом стиле. Я не знаю, что он означает, но может быть такая эргономика лучше для светопередачи или светоотражения. Насколько я знаю, здесь использованы какие-то специальные стекла. С 1 марта действуют новые правила по транспортной безопасности. Нужно включать телефоны и ноутбуки для того, чтобы удостовериться, что это действительно рабочие аппараты. Поэтому приготовьтесь. Если есть возможность, то не берите с собой ноутбуки. При входе много вот таких информационных табло. Здесь, вот там. И здесь громадное информационное табло, но я не вижу, чтобы оно давало расписание. В основном это название аэропорта. 22 стойки регистрации. Там, наверное, информационная стойка, но не очень понятно. Она пока что никак не обозначена. Вот здесь навигация вполне понятная, разноцветная, информативная. Проход к стойкам регистрации сделан со змейками, что, в общем-то, правильно, особенно когда сейчас уже начинается туристический сезон. Поэтому нужно пассажиров растягивать. Вот какие-то телевизионщики что-то снимают, ну тоже, видимо, про новый терминал. Упаковка багажа здесь прямо на входе. Очень полезная коляска инвалидная. Так, еще шарики висят со вчерашнего открытия. Здесь тематика победы, очень актуальная, символичная. Вот на втором этаже я тоже поснимаю, вы увидите это. Так, ресторан. А тут еще, скажем так, запустили, но еще идут какие-то работы. Здесь зеленая стена, которая мне прям напоминает в минимальной версии Симферопольский терминал. Помните? Вот здесь почему-то два эскалатора едут наверх. Я не знаю почему. Здесь зона ожидания. Здесь она тоже есть. Тут продолжается зеленая стена. Тут, видимо, какая-то информационная стойка. Давайте посмотрим. Но здесь никого нет. Вот видите. Так, вот эта вот птичка, которая здесь встречается, я не знаю, кто это, попугай или что, но там она еще есть на Аэропортовой площади. Потом посчитаем этих птичек. Сувенирная продукция для тех, кто не успел купить, приобрести в городе или там, где вы отдыхали. Опять же, коляски инвалидные, очень полезно, очень нужно. Здесь, кстати, очень много обозначений для инвалидов. Прямо очень большая забота о них. Так, S7, там Азимут, представительство авиакомпаний. Второй этаж, балкончик. Ну, просто один в один, как Симферопольский терминал мне напоминает, друзья. Возможно, вам тоже. Ну, конечно, в уменьшенном варианте в несколько раз, но тем не менее.
И вот такая вот волнистая крыша. Мне тут все-таки подсказали, что вот эти вот выпуклости обозначают горы. У меня было несколько вариантов, например, там рябь на воде или горы, но все-таки это горы. Вот как та, например. Так, это гора Змейка, но я не силен в местных горах, честно говоря. Со второго этажа открывается вид на балкончик. Здесь еще одно большое информационное табло, наверное, на нем тоже будет расписание рейсов, что будет удобно, конечно. Вид на Аэропортовую площадь. Там находится автовокзал, можно уехать в разные города, но до Кисловодска лучше, наверное, ехать по железной дороге. Здесь зона ожидания. Здесь будет какой-то ресторан по советским фильмам. Там вдали гора. Здесь вход, я вошел. Тут лифт. Там на третьем этаже, видимо, выход в чистую зону. Розеток здесь немного. Вот, например, 3 я вижу. И вот еще одна спряталась. Ее прям не видно, она никак не обозначена. Кстати, здесь ездит уборочная машина. Она оставляет следы, поэтому можно на этих водных следах поскользнуться. Аэропортовая площадь. И там еще, наверное, погуляем сегодня. Вот вы видите полосы от этой уборочной машины. Остается вода. И, честно говоря, я чуть не поскользнулся, пока выходил на прилете. Здесь мы поднялись на второй этаж, и 2 эскалатора здесь работают вверх для того, чтобы поток был на вылет. То есть предполагается, что те, кто уже прилетел, они вышли другим путем. И вот здесь мы проходим вот таким способом в комнату матери и ребенка. Сейчас мы ее посмотрим поподробнее. Здесь находится спальная комната. Достаточно много спальных мест. Дизайнерская подсветка на стенах с обеих сторон. И здесь тоже спальные места. То есть на многих пассажиров с детьми вполне хватит мест. Игровая комната с маленькими стульчиками, с маленьким столиком. Есть какие-то детские штуки. Видимо, развивающие какие-то столы с разными головоломками. Комната приема пищи, микроволновая печь, холодильник и 2 стола. Напротив детской игровой комнаты. На 3-м этаже можно увидеть, какое здесь большое табло. Мы его смотрели со 2-го этажа, вот отсюда. Здесь мы поднялись. Высажены деревья, но правда они, конечно, искусственные. Ну, по крайней мере, яблочки искусственные, но деревья я не знаю. Давайте посмотрим. Ну, вроде да, искусственные тоже. Ведь со 2-го этажа на вход.
Здесь достаточно много информационных табло, которые со временем, наверное, будут показывать расписание. Ну и вдали открывается вид на горы. И вот такой волнистый потолок, который тоже, наверное, горы обозначает. И потолок, и фасад волнистый. Все обозначает горы, как вот те. Вот здесь весь сбоку, и эта трава реально такая салатового цвета, очень ровная. Из чистой зоны открывается тоже замечательный вид на горы. Здесь есть очень много кресел, и, наверное, все я вижу, все такие прям вот, на которых можно полежать. И вы, кстати, видите здесь на некоторых креслах вот такие вот знаки. То есть это зарядные станции, но они пока не подключены, то есть провода пока не подведены, вы видите. В общей зоне тоже такие же есть кресла с зарядными станциями. Здесь какой-то магазинчик, он, не знаю, готовится к открытию или уже скоро откроется. Информационное табло. Здесь идет посадка. Так, Шереметьево. Давайте пойдем в обратную сторону. Так, вид на летное поле. Вот сюда осуществляется посадка. Так, давайте еще раз посмотрим на тот самолет, который я видел на прилете, но не помню, наверное, я его вам не показывал. Это Ан-124, вы видите. Сейчас я его увеличу. Вот он вообще замечательно смотрится. Так, идем дальше. Информационное табло. Крыша вот такая вот, какая и в общей зоне. Так, здесь, видимо, будет что-то ювелирное. Ну, может, уже работает, я не знаю. Так, здесь очередной выход на посадку. Змейка. И много мест для сидения. Посмотрите, сколько их много. Хороший вид на летное поле. Зона duty free, все красиво, разноцветно, разные мировые бренды. Про санкции у нас не слышали.
Еще два выхода, 10 и 11, находятся на втором этаже. То есть нужно спуститься с третьего этажа по этой лестнице, и вы окажетесь у этих выходов 10 и 11. Здесь пока идут работы, скоро откроется пункт питания. И тут также есть места для ожидания самолета. Выпуклые окна, которые символизируют Кавказские горы. Здесь 5 телетрапов. Там Ан-124, мы его видели. И вот такой фасад, тоже с этой же стороны, в виде гор. Идем в зону получения багажа. Я ее уже проходил на прилете, но показываю отдельно для этого обзора, спецвыпуска. Три ленты, потолок светлый, подсвечивается. Но со временем здесь будут номера рейсов, логотипы авиакомпаний, и все будет понятно. В ожидании багажа можно будет взять воду, закуски, кофе, приготовить тоже можно здесь. Здесь высажена яблоневая аллея. Называется сад памяти. Так, друзья, это орлята, их всего 5 штук вроде бы.
один в общей зоне на прилете. И здесь еще 4. Сейчас мы их поищем. И еще один 5-й орленок, который очень торопится на посадку с билетом, ну, насколько я вижу, до Новосибирска. Посмотрим Аэропортовую площадь. Высажены деревца, кустарники, какие-то растения. Тут говорят, где-то лаванда есть, но может быть одна из них где-то есть, но я не знаю. Не силен в лавандах. И здесь электрическая станция для зарядки автомобилей. Уважаемые зрители, вот прошла экскурсия, вы видели, терминал замечательный, новый, все-таки он мне очень напоминает Симферопольский аэропорт в некоторой миниатюре. Нужно сделать скидку на то, что здесь все-таки идут какие-то работы и еще уйдет какое-то время на внесение исправлений, это вроде нормально, так что в целом аэропорт замечательный, еще добавят, прибавят, улучшат, усилят, и будет вообще великолепно. Высказывайте свои комментарии внизу под этим постом, и всем хорошей погоды. Всем пока.